Всем привет! Сегодня мы поговорим о самом мрачном аниме с самыми сложными в мире диалогами. Серьезно, лично я перематывал их по 3 раза, чтобы понять логику. Как вы уже догадались, речь пойдет о... Тетради смерти. В видео присутствуют спойлеры, но ведь тетрадка вышла так давно, что у вас уже дети могли за это время появиться. Итак, сюжет. Бог смерти по имени Рюк со скуки выбрасывает в мир людей одну из своих тетрадей смерти. Тетрадь смерти обладает невероятной силой. Каждый, кто прикоснется к ней, может видеть владеющего тетрадью бога смерти. Ну и если вписать туда имя человека, которого ты знаешь в лицо, то он умрет. Рюк не имел никакого плана, он просто хотел поразвлечься, наблюдая, что будет делать человек, получивший такую силу. А получает ее самый умный школьник Японии Ягами Лайт. Его амбиции зашкаливают, и он решает казнить всех преступников, создавая дивный новый мир, в котором планирует стать ни много ни мало богом. Лайту противостоит лучший детектив в мире под псевдонимом Л, а также ФБР и полиция Японии. Итак, философия тетради смерти от режиссера Атаки Титанов Тецуро Араки. Философия нигилизма. Сама собой напрашивается параллель с преступлением и наказанием Федора Достоевского. И Лайт, и Раскольников – молодые люди, страдающие от юношеского максимализма, нигилизма и бонапартизма. Оба желают совершать преступления ради всеобщего блага. Лайт делает это ради нового дивного мира, Раскольников ради своей семьи. И Лайт, и Раскольников при этом сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами и вынуждены убивать неповинных людей. Только вот Раскольников не выдерживает мук совести и сам сдается в руки правосудия. А Лайт придерживается своих идей до самого конца и ни о чем не жалеет. Достоевский, как и Цугуми Оба, показывают невозможность убийства даже ради благих целей без крови неповинных людей. Нельзя просто так убить негодяя и остаться чистеньким. Скорее всего, придется убивать и других людей, все более превращаясь из орудия правосудия в обычного преступника. Да и не работает так правосудие. Так работает самосуд, против которого категорически выступают оба автора, Федор Достоевский и Цугуми Оба. Однако в своей философии Достоевский устремляет персонажа к искуплению и Богу. Божья правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя донести. А персонаж Цугуми Оба лишь усиливает свой максимализм, приближаясь по идеологии к старине сексисту-нигилисту Фридриху Ницше. Ницше считал, что равенства между людьми нет и быть не может. Всегда кто-то умеет больше, а кто-то меньше. А волю к власти Ницше считал мощнейшим импульсом, двигающим наш мир. Ягами Лайт умнее большинства жителей планеты и обладает тетрадью смерти, поэтому ощущает свое превосходство над миром, возносясь в своих мыслях к божественным высотам. Ницше говорил: сострадая, ты сам слабеешь. И, как мы видим, эта идея тоже нашла свое воплощение у Лайта. Ответь, негодяй, за что погиб твой отец? Ягами Саитир. Знаешь, Мацуда, в этом мире такие, как он, честные и прямые люди всегда погибают напрасно. Ницше считал ошибочным высказывание «возлюби ближнего своего, как самого себя». С какой стати я должен любить ближнего своего, если он плохо себя ведет, ленив, туп или скучен? Ницше предлагал возлюбить дальнего своего, потому что чем меньше ты его знаешь, тем меньше вероятность разочароваться в нем. Лайт же не любит вообще никого. Для него все превращаются в марионеток, и он без зазрения совести готов убить родную сестру, но передумывает лишь потому, что это наведет на него подозрение. Лайт полностью лишается совести, что, как ни странно, подводит его ближе к ницшанскому сверхчеловеку. Но в конце концов Цугуми Оба показывает невозможность и крах ницшанских идей. Он считает сверхчеловека лишь бессовестным убийцей, подменяющим ценности в своих собственных интересах. Каких бы благих целей такой человек не ставил изначально, как бы не убеждал окружающих в добродетельности своих поступков, на самом деле он будет кровожадным монстром, либо же станет им со временем. Изменение целей и характера Лайта характеризуют и заставки. Опенинг первой половины сериала в плане текста и музыки звучит более благородно и достойно. Но во второй половине такой доблести уже нет. Лайт окончательно превратился в Киру. Им правит одна злоба и гордыня, а вовсе не желание сделать мир лучше. Опенинг первой половины заканчивается вполне достойно. Лайт на фоне взлетающего ангела милосердно протягивает руки к своей пастве. Но вот в эндинге второй половины Лайт уже летит вниз, разведя руки, больше напоминая падшего ангела. В то же время авторы пытаются намекнуть, что Ягами Лайт стал таким под воздействием чар тетради смерти и Рюка, бога смерти. На это намекает множество вещей. В кадрах опенинга настоящий Лайт отчаянно кричит где-то в глубине
глубине души зачерствевшего Лайта. В 25-й серии мы видим еще один намек на двойственность его личности, передаваемый через глаза. Когда Лайт отказался от тетради смерти и все забыл, он стал хорошим человеком, заботился о своей девушке, был во всем честен с Эл и искренне пытался поймать Киру, считая того кровожадным убийцей. Но все это пропало, стоило Лайту вновь прикоснуться к тетради смерти. Таким образом, создатели через образ тетради показывают чары власти, которая способна только испортить хорошего человека, а не изменить мир, что опять же оспаривает идеи Ницше. Библейский мотив. Больше всего библейских отсылок создатели запихнули в оупенинг. Название «Тетрадь смерти» пишется на фоне креста. Лайт валяется на церковном витраже, а некоторые кадры являются отсылками к творчеству Микеланджело Буонаротти, одного из величайших итальянских творцов эпохи Ренессанса. Один из кадров – фреска сотворения Адама, второй – Пьетта. В Пьетте Дева Мария оплакивает Христа. В «Тетради смерти» Наоми Мисора оплакивает жертву своего мужа, Рея Пенбера. Остановимся на сотворении Адама. По логике Микеланджело, Бог тянет руку к Адаму, и тот постепенно оживает. При этом руки Бога и Адама не соприкасаются. Таким образом, Микеланджело хотел показать невозможность соединения божественного и человеческого. В случае с тетрадью смерти мы также можем заметить, что руки Рюка и Лайта не прикасаются друг к другу. Это означает, что Лайт никогда не станет настоящим богом, даже обладая божественной силой. На картине не совсем понятно, кто кому передает яблоко. По логике первоисточника яблоко передает Рюк. Тогда это символ передачи божественного чуда простому человеку. Но по логике аниме как раз Лайт постоянно кормил Рюка яблоками. Вам не кажется, что эта картина очень двойственна в своем посыле? А еще Лайт окован цепью, то есть никакой свободы и счастья от этого дара он все равно не получит, о чем Рюк ему неоднократно намекал. Эта картина не просто извращение классического библейского сюжета, это его полное противоречие. С одной стороны, Рюк в образе яблока передает Лайту свою силу. На, забирай. Но с другой, Лайт в образе этого же яблока передает Рюку сладость развлечений. Ахахахахахаха. Ведь для Рюка все происходящее просто игра, и даже самые крупные фигуры в ней для него ничего не значат. И если в первоисточнике от Микеланджело Бог дает Адаму жизнь, то в аниме Бог смерти дает марионетке лишь смерть и несчастье. Лайт же, возомнив себя Богом, стал ближе скорее к его полной противоположности – дьяволу. Вспомним, что запретный плод не принес счастья и библейскому Адаму. По Библии яблоко запретного дерева давало силу, равную божественной, и гордость стать равным Богу погубила Адама. То же самое происходит и с Лайтом, ведь божественная сила не принесла ему счастья, а лишь извратила, сделала убийцей и в конце уничтожила. Что пошло не так? В тетради смерти, к сожалению, есть ряд сценарных недостатков. На жестокость и бесчеловечность Лайта постоянно указывает рисовка аниме. Злобные взгляды, красные глаза, хитрый прищур. Честное слово, могли бы вставлять всего этого и поменьше. А то создается ощущение, что авторы просто тычут носом в Лайта и вопят: «Посмотрите, какой он негодяй! Ненавидьте его! А ну все вместе взялись за руки и возненавидели главного героя! Ух, мерзавец!» Все-таки показателем хорошей истории является беспристрастность авторов. Чтобы зритель сам для себя сделал выводы, а не регулярно тыкался носом в авторские морали. Кроме того, рьяные последователи Киры изображены как бешеные фанатики. Сам культ Киры предоставлен как секта психов и идиотов. Таким образом, создатели обрубают на корню идею создания нового удивительного мира Киры. Ведь все представители этого мира карикатурные невежды, а сам Кира кровожадный маньяк. И этот сценарный ход, к сожалению, лишает тетрадь смерти дополнительной глубины. Нам продолжают втирать, что идеология Киры это 100% плохо. Но подобное морализаторство в глубоком произведении не есть хорошо. Потому что шедевр должен быть выше морали. Тетрадь смерти Цугуми Оба гораздо мрачнее «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Да и в целом очень мрачное произведение. Если в «Преступлении и наказании» герой меняется на пути к искуплению, то в «Тетради смерти» нам всеми силами показывают подонка, в которого превратился Ягами Лайт уже в первой половине сериала. После этого в Лайте почти ничего не меняется, что дико давит на зрителя. Ведь Ягами Лайт главный герой. И когда главный персонаж останавливается в своем развитии, окончательно превращается в подонка, то мы продолжаем наблюдать за сюжетом только ради развязки. Пропадает связь с главным героем, а остальным персонажам мы сопереживать не можем, так как главный противник Лайта, Эл, гибнет, а нам подсовывают каких-то новых героев, с которыми сложно сблизиться из-за их суперсил. Не раскрывает Киру не при помощи фактов и смекалки, как это делал Эл, а пользуясь магическим инструментом под названием «Сценарные дыры». Создатели хотели покарать Киру, чтобы донести свою мысль до зрителя, но сделали это слишком неказисто, просто создав персонажа с читами, который взламывает банковские ячейки и сужает список подозреваемых взмахом волшебной палочки. В этом кроется сценарный недостаток тетради, который и без меня заметили многие фанаты. Выводы!
Будучи зрителем, больше всего ассоциируешь себя с Ватари. Он мечется, осознавая, что с одной стороны Кира преступник, но с другой, по-своему, тоже творит правосудие. Создатели знали, что зрители также разделятся на два лагеря. Двойственность этой ситуации усугубляется в 30-й серии, когда Лайт говорит: Если Киру поймают, Кира зло. Если Кира завоюет мир, Кира добро. Это, кстати, немного исковерканная отсылка к высказыванию Артура Дрекслера. Историю пишут победители, поэтому в ней не упоминаются проигравшие. Но в конце концов Ватари видит истинное лицо Лайта, срывается и стреляет в него. И создатели Тетради Смерти подводят зрителей к тому, чтобы он окончательно убил в себе подобные идеи, как эгоистичные и далекие от истинного правосудия. Подчеркиваю, это посыл самой Тетради Смерти, а не мой лично. Основные выводы, которые можно извлечь из Тетради Смерти. В первую очередь, это, конечно же, исследование и опровержение ницшанских идей сверхчеловека. Убивая вне закона, пусть даже и преступников, ты сам становишься преступником. Человек никогда не станет богом. Не стоит пытаться взлететь над общечеловеческими законами. Даже если вначале ты испытываешь благие цели, в конце ты превратишься в монстра. Чрезмерная власть способна извратить и погубить даже хорошего человека. Такие дела. Еще меня очень интересовал вопрос, как Лайт и Миса чпонькались друг с другом, ведь над душой постоянно стоял Рюк. Он, конечно, красавчик, но я бы посмотрел на это threesome. На этом все, но не спешите расходиться. Я очень признателен всем тем, кто помог мне на развитие канала в предыдущем ролике. Во-первых, вы все настоящие красавчики и молодцы, я действительно не ожидал, что вас будет так много. Большое человеческое спасибо. А во-вторых, всем донатерам я решил сделать по сигне, и получить ее вы можете в моей группе ВКонтакте. Группа находится по ссылке в описании. Имена и никнеймы всех, кто прислал мне деньги, я знаю, и поэтому указал на сигнах. Ну а тех, кто прислал мне без имен, пришлось как-то выбираться из ситуации и писать последние номера телефонов. Ну, извините, как получилось. В общем, еще раз спасибо, все сигны лежат в группе. Мы еще с вами поднимем этот канал с колен. С вами был Бэд Маэстро. До скорого.